Где посмотреть бонсай? Сколько небоскребов в Гонконге? Как дешевле добраться до пика Виктория? В чем особенность набережной? И что делать на острове Лантау, подробно рассказываю в этом видео. Гонконг входит в состав Китайской Народной Республики, но при этом город обладает статусом особого административного района с собственным правительством, законодательством, судебной системой, полицией, флагом и валютой. Это делает Гонконг почти отдельным государством. Гонконг – динамичный, густонаселенный город и мировой финансовый центр. Туристам здесь крайне удобно, так как английский язык является официальным наравне с китайским. Для посещения Гонконга гражданам России виза не требуется, если визит не превысит 14 дней. В городе найдутся развлечения на любой вкус: невероятные высотки, старинные трамвайчики, трекинг в горах, музеи и храмы. С Гонконгом можно познакомиться даже за один день, например, во время длительной пересадки, а как именно, расскажу дальше. 75% территории Гонконга покрыты густыми лесами, а люди живут на оставшихся 25% суши. Поэтому, в отличие от большинства мегаполисов, Гонконг утопает в зелени. Здесь полно городских парков и возможностей для трекинга. Один из таких парков – сад Нанлиан. Несмотря на то, что парк находится между высотками и дорогой, здесь можно насладиться тишиной и пением птиц. Нанлиан – это тщательно оформленный классический китайский сад. Каждый элемент здесь имеет значение и место. От аккуратно постриженных деревьев бонсай до изысканных павильонов и извилистых мостов, перекинутых через небольшие водоемы. Прогуливаясь по саду, можно увидеть каменные тропинки, сложные композиции из камней, а также несколько беседок и традиционные китайские павильоны, включая павильон абсолютного совершенства, соединенный с остальной частью парка красным мостиком. Здесь также есть ресторан с видом на парк и пруд, магазин сувениров, чайный дом, деревянная водяная мельница и интересная постоянная экспозиция – галерея китайской деревянной архитектуры. Это довольно просторный павильон, в котором выставлены макеты наиболее известных деревянных зданий со всего Китая. Сад также славится коллекцией миниатюрных деревьев бонсай. Каждое дерево в саду уникально и имеет свою историю и характер. Их аккуратно обрезают и ухаживают за ними, чтобы поддерживать идеальное равновесие между формой и размером. А если перейти по большому мосту в саду, то можно попасть в женский монастырь Чилинь, посещение которого удобно совмещать с прогулками по саду Нанлиан. Гонконг занимает первое место в мире по ценам на недвижимость и количеству небоскребов. Город насчитывает 8000 высотных зданий, в том числе свыше 1000 из них небоскребов. Небоскребы Гонконга – это более чем просто архитектурные сооружения. Они являются символом стремительного роста и современности этого города-мегаполиса. Высотные здания Гонконга варьируются от стеклянных и металлических башен центрального делового района до более старых исторических зданий. Среди самых известных небоскребов – Международный коммерческий центр, который является одним из самых высоких зданий в городе, и Банк Китая, знаменитой уникальной архитектурой. Эти небоскребы не только определяют горизонт Гонконга, но и играют важную роль в экономике культуры. Они являются домом для многих международных и местных компаний, торговых центров и ресторанов, а также открывают виды на город со смотровых площадок. Пик Виктория – это высочайшая точка на острове Гонконг. С вершины открывается захватывающий вид на город и окрестности, включая панораму городских небоскребов, живописные бухты и зеленые горы. Добраться до пика Виктория можно разными способами, самый популярный из которых – фуникулер Пик Трам. Подъем на трамвае-фуникулере займет 8 минут, но ожидание в очереди за билетами и на посадку может продлиться 1, а то и 2 часа. Стоимость такой поездки в обе стороны обойдется порядка $12 с человека. Любители активного отдыха могут подняться на вершину пика пешком, но дорога может занять полдня или даже больше. Третий способ – это городской автобус. Такая поездка оказалась не только дешевой и удобной, но и ознакомительной. По дороге к вершине открываются панорамные виды с разных точек. Стоимость проезда в одну сторону порядка $2 с человека, а общее время в дороге составит примерно 1 час, в зависимости от загрузки на дорогах. На вершине пика Виктория есть обзорная площадка, с которой открывается панорамный вид на городской пейзаж Гонконга. Вход на нее платный, еще $10. Но если подняться на крышу соседнего торгового центра, то почти точно такой же панорамный вид будет доступен абсолютно бесплатно. Лучше всего приехать на пик до заката. Так можно посмотреть панораму в дневное время, на закате и уже после, когда город освещен неоновыми огнями. Но, к сожалению, в Гонконге часто бывает дымка, и можно подняться и ничего не увидеть. Нужно ловить погоду за хвост. Кроме обзорной площадки, на вершине есть пешеходный круговой маршрут, примерно на полчаса, а также ряд магазинов, ресторанов и кафе.
Покушать можно по той же цене, что и в городе. Набережная Гонконга открывает виды на городские небоскребы, а также является местом проведения знаменитого ежедневного лазерного шоу «Симфония огней». Здесь приятно провести время как днем, так и вечером. Место популярно у туристов и местных жителей. Здесь всегда полно народа. А еще на набережной расположена знаменитая аллея звезд, которая похожа на голливудскую аллею славы. Здесь представлены отпечатки рук и подписи известных гонконгских актеров и кинематографистов, включая Брюса Ли и Джеки Чана. Во время нашего визита аллея звезд, к сожалению, была перекрыта, и мы ее так и не увидели. Но, возможно, вам повезет больше. Остров Лантау является частью территории Гонконга. Он удобно расположен в 15 минутах езды от международного аэропорта. Благодаря этой близости остров становится идеальным выбором для тех, кто хочет исследовать достопримечательности, не тратя много времени на переезды, что особенно актуально во время длительной пересадки в Гонконге или раннего прибытия и в ожидании заселения. На территории Лантау находятся Диснейленд, канатная дорога, монастырь Полин и статуя Большого Будды. Остров также известен природным парком, живописными горными пейзажами, водопадами и лесами. Биг Будда – это самый большой сидячий Будда в Азии. Он находится на вершине горы в туристической деревне Нгон-Пинг. Добраться сюда можно несколькими способами. От станции метро Танчанг можно воспользоваться канатной дорогой или сесть на автобус номер 23. Еще один способ – это приплыть на остров Лантау на пароме, а затем сесть на автобус номер 2, который доставит в деревню Нгон-Пинг. Помимо транспорта на вершину горы также ведут пешие маршруты. На тропах стоят указатели, есть места для ночевок и питьевая вода. Зачастую на гору поднимаются по канатной дороге, а спускаются уже пешком. В таком случае лучше приезжать пораньше. Мы приехали на остров днем, и когда уже все осмотрели и собирались спускаться, встретили пару ребят, которые поднимались наверх. Они подсказали, что дорога вниз займет примерно 3-4 часа. Время было уже ближе к вечеру. Мы не стали рисковать и поехали на автобусе. Перед покупкой билетов на фуникулер лучше определиться заранее со способом спуска, потому что покупать билеты сразу туда и обратно выгоднее, чем сначала купить в одну сторону и уже после обратно. Еще один нюанс – это тип кабины. Есть стандартная кабинка и с прозрачным дном. Поездка на таком фуникулере дает возможность наблюдать за миром под ногами, но и стоимость будет выше. Мы решили попробовать этот тип кабинки. По ощущениям, ничего особенного, можно было и стандартную взять, но тут дело каждого. Ссылку на официальный сайт с ценами оставлю в описании под видео. В самой туристической деревне полно магазинов, кафе и сувенирных лавок. Чтобы добраться до Будды, нужно пройти сквозь эту деревню, а затем преодолеть еще 268 ступенек. Внизу, рядом со статуей, расположен буддийский монастырь Полин. При желании туда тоже можно заглянуть. В целом, поездка к Биг Будде может стать как легким семейным приключением, так и серьезным трекингом по горным тропам. В этом видео я постаралась показать разнообразие Гонконга, от живописных бонсаев и головокружительных небоскребов до панорамных видов и уникальных уголков острова Лантау. Надеюсь, это видео оказалось полезным для вас. Если так, поддержите лайком и подписывайтесь на канал, это поможет развивать его дальше.